Здравствуйте, мои милые подписчики! Сегодня очень интересная тема будет, что вам хотят передать предки. Перед вами 4 позиции. Первая — часы. Вторая — монета-перевертыш. Ангел и брошь. Время каждого варианта я укажу здесь в комментариях, как обычно, и в описании к видео. Итак, что же вам хотят передать предки, ваш род? Выбирайте, пожалуйста, и смотрите. Даю вам время. Полагаю, вы определились. Буду начинать с номера 1. Номер 1. А вот и вы. Посмотрим, что же вам хотят передать предки в данную минуту, да, на момент просмотра этого видео. Итак, посмотрим, что же. Первый знак. Это скульптура Мирона Дискобол. Как вы видите, здесь изображен человек в движении. Это символ спорта, здоровья, красоты, гармонии, движения, да. Значит, первый знак такой: займитесь своим здоровьем, пройдите обследование, посетите того или иного доктора, если вас что-то беспокоит, и займитесь спортом. Это не обязательно какой-то серьезный спорт, та же спортивная ходьба, бег, йога, ну, плавание, что-то добавьте, да, видите, в свою повседневную жизнь, видите, вам советуют предки, ваш род, обратить внимание на здоровый образ жизни. Также, да, избавиться от вредных привычек, например, это тоже знак об этом. Посмотрим далее, что же еще хотят вам передать предки. Номер 1. Ой, посмотрите, сама карта к вам пришла. Карта шута. Старший аркан. Очень интересная энергия. Значит, ничего не бойтесь нового, да. Здесь именно не бойтесь начать новую жизнь. Откройте что-то для своей жизни совершенно новое. Возможно, действительно займитесь спортом или поменяйте свой образ жизни. Вот эта вот энергия об этом. Также вам передают, что перед вами еще очень много открытий и возможностей в вашей жизни. Это очень сильный знак. Ждите неожиданный поворот событий, сюрпризов, передвижений, принятия важных решений. То есть в вашей жизни еще очень много будет невероятных поворотов событий, новое направление, поэтому будьте к этому готовы. Вообще, это энергия благословения рода. Видите как? Так что вам помогают, вас направляют и вам намекают, что перед вами очень много неизведанного, удивительного, спонтанного. У вас есть жизненная энергия, свежесть, энтузиазм, вдохновение. Будьте открыты к жизни. Эта энергия указывает на то, что иногда будьте наивным, да, непосредственным человеком, потому что эта энергия детская, простая, легкая. Нужно быть таким легким, да, не накручивать. Также живите настоящим, будьте открытым, искренним человеком. Вот что вам передают предки. И вы увидите результат. Действительно, здесь знаки все о том, что много неизведанного ждет, радикально нового. Будьте готовы к новой чистой странице в вашей жизни.
Не сегодня, так завтра. Но эта энергия позитивная, поэтому не бойтесь. Будьте просто способны открыться чему-то новому, да? Новый путь, новое начало. Большие приключения вас ожидают номер 1 впереди. Прекрасно. Давайте далее пойдем далее. Но непредсказуемость и сюрпризов вам не избежать. Это энергия такая спонтанная. Посмотрим далее номер 1. Что же вам еще хотят передать предки? Так, здесь две фигуры. Видите, вам передает мужская энергия. В данном случае сейчас эту информацию кто-то из ваших предков, может быть, дедушка, прадедушка. Также здесь Паш Жезлов тоже указывает на то, что вам передают: будьте открыты действительно для чего-то нового, не стойте на месте, учитесь. Никогда не поздно учиться, потому что это Паш Жезлов. Это очень чистая энергия, это мужское начало. Даже будь вы девушка, у вас, если нет еще детей, вам предки передают, у вас дети обязательно будут. Занимайтесь их развитием, творчеством. Если уже у вас есть дети, также выражайте себя также в любом творчестве. Ведь это Паш Жезлов. Кстати, у вас будет очень талантливый ребенок, или он уже у вас есть. Номер 1. Это вам передают предки. Ну, амбиций много у вас, поэтому будьте веселым, творческим, инициативным человеком, с легкостью завоевывайте новые вершины. Так, посмотрим далее. Номер 1. Что же еще вам передают предки? Номер 1. Давайте возьмем эту карту. Ох, номер 1, колесница. Невероятное здесь у вас послание. Это энергия переездов, передвижений, смена места жительства. То есть, если вы уже меняли место жительства, предки вам передают. Это все вам во благо. Во благо, да. Если вы еще не меняли кардинально свое место жительства, оно у вас, видите, все-таки предстоит. Прекрасно, прекрасно. Но что еще я могу здесь добавить? Ваша жизнь не будет стоять на месте. Иногда, знаете, то, чего вы боялись или боитесь, будет решаться очень резко, позитивно. Предки передают вам: не бойтесь еще раз, не стойте на месте, идите вперед, жизнь одна, да, то есть всегда есть выход. Нет такого, чтобы был какой-то тупик, тем более здесь вам все знаки о том, что ваша жизнь очень будет активной, она и есть. Стремитесь к какой-то своей цели, но также, знаете, много здесь знаков. Вам нужна дисциплина в плане здоровья или вредных привычек. Я хочу посмотреть, что здесь за карты. Посмотрите, это невероятно, да, что же здесь были за энергии. Семья у вас обязательно будет, и вы будете очень счастливы, или даже если она у вас уже есть. Также 8 кубков очень созвучна с картой колесница. Колесница, что вы несколько раз будете переезжать в своей жизни. Это очень важные этапы, они вам по судьбе. Не бойтесь браться за новое начинание. Будьте готовы к приключениям. Да? Шут, колесница. Это невероятно. Но и нужно вам прилежно идти
к своей цели, дисциплину, да, держать самообладание тоже, чтобы присутствовало, и тогда у вас все получится. То есть готовьтесь идти дальше, будьте уверены, что каждый этап вашей жизни это рывок вперед. Ну, здесь вы в своей жизни, предки вам передают, свернете горы. Здесь именно энергии об этом. Поэтому будьте смелыми, ничего не бойтесь, у вас все получится. Будьте просто решительны, уверены в себе, независимые. И вы достигнете любой цели. Просто нужно собрать всю силу духа, уметь держать все под контролем. А колесница и все остальные карты указывают, что вы как герой, героиня достигнете высот. Просто нужно иногда вам научиться постоянно управлять разными силами своей судьбы. Отлично. Номер 1. Прекрасное вам послание от предков. Но мы еще возьмем напутствие от книги Судеб. Что же еще хотели бы? Нет, подождите. Еще хочу открыть, на что они вам хотят указать, на что обратить внимание. Вот ваши предки номер 1. Именно для вас, на что вам обратить внимание. Замечательная здесь энергия, как видите, это карта умеренности. Обратите внимание, карта разделена на 2 части. Это указание по поводу здоровья, дорогие мои, номер 1. Вот снова вам предки намекают внимание к своему здоровью. Это может быть связано с гормонами, с эндокринной системой, ну или просто не забывайте проходить иногда обследование, да? Или занимайтесь спортом. Скажите нет вредным привычкам, и вы будете себя чувствовать значительно лучше. Вот такая у вас энергия. Также не бойтесь возраста. Вот эта вот карта тоже намекает, рано или поздно нам всем будет много лет. С кем этого не случится, те уходят рано, а вы доживете до глубокой старости. Вот эта вот карта напоминает, просто держите себя в балансе. В этом нет ничего страшного. Ну и посмотрим напутствие от ваших предков именно для вас. Номер 1. Напутствие. Итак, то, чего ты даже в самых смелых мечтах не ожидаешь, раньше 5-го тысячелетия может расцвести завтра на рассвете. Шри Ауробиндо, мысли и афоризмы. Это невероятно, номер 1. Смотрите, какое вам замечательное послание от ваших предков. Все случится в вашей жизни. Замечательно, я очень рада, буду заканчивать. Номер 1. Желаю вам всего этого, прислушиваться и удачи. До следующего видео. Пока-пока, номер 1. Номер 2. А вот и вы, давайте посмотрим, что же вам хотят передать предки на данный момент просмотра этого видео. Итак, первый знак. Картина Илья Репина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Как вы знаете, Илья Репин работал над этой картиной около 13 лет. И мы знаем, что результат был оправдан, его труд, да, был оправдан. Поэтому вам такое первое послание. Не останавливайтесь на достигнутом. Результат будет. Правда, нужно еще немного подождать, но результат будет. Понятно, да? Давайте далее пойдем. Какой же еще
Какое же еще послание вам передают? Так, здесь две карты. Посмотрим. Башня и Паж кубков. Ох, знаете, в вашей жизни могут быть резкие события, неожиданные. Но, знаете, все по программе свыше, поэтому просто принимайте это как должное, да, ведь башня указывает на неожиданные перемены. Если они в вашей жизни были, вы понимаете, о чем я говорю. Этого просто было не избежать. Такова селяви, да, как говорят. Все, что не делается к лучшему. У каждого есть своя программа развития. То есть, возможно, иногда в вашей жизни будут или были новости, которые сражали вас наповал, или какие-то события неожиданные, да, что-то изменения вот внезапные будут происходить или происходили. Но этому всему есть причина, как вы знаете. Или для того, чтобы вас изменить и ваше окружение, или это просто предрешено свыше. Также карта башня указывает, ну и вам передают предки, что никто в нашем мире не совершенен. И все мы, конечно же, и вы хотите стабильности и спокойствия. Но какие бы разочарования в вашей жизни не происходили, это для чего-то, для чего-то. Поэтому человек предполагает, Бог располагает. Иногда будут какие-то разрушения или освобождения, или ну, что-то будет исчезать в вашей жизни. Но смотрите, это будет вас ошеломлять. Но по этой карте помните, что вы не один, да, предки с вами. Семья с вами, она вас не оставит ни при каких обстоятельствах. Любые потери, которые бы не были в вашей жизни. Бывают в жизни каждого человека, да, моменты кризиса, отчаяния, но это все для роста каждого отдельного индивидуума. Поэтому честно посмотрите в глаза, что в жизни, и предки вам передают иногда, что-то происходит, чтобы идти дальше, освободиться. То есть любые потрясения, они вас будут продвигать по вашей жизни. Рано или поздно вы будете удивляться, что это все не просто так, да. Ну и, конечно же, все посылается Богом, все посылается сверху. Поэтому с помощью башни некоторым из нас вправляют мозги, скажем так. Мы, люди, не всесильны. Вот что вам передают предки. На все воля Божья, понимаете, да? И вам передают предки. Не думайте, что вы Господь Бог. Не воображайте, что вы человек, который всем управляет. Вот помните об этом, что мы все ходим под Богом. И иногда нас наставляют на путь истинный. Вот что вам передают предки. Иногда, да, что происходит, это как предупреждение или какое-то божественное вмешательство, чтобы да, дать нам понять, двигайся дальше. Жизнь одна. Итак, посмотрим далее. Паж кубков – это прекрасная, скажу я вам, энергия. Она указывает на то, что у вас дети будут, или они уже есть. Помогайте им, конечно же, развиваться творчески,
Также эта энергия указывает на все-таки чувства, любовные отношения. Поэтому, если вы кого-то любите, не стесняйтесь проявлять свои слова, свои эмоции. Также вам предки передают. Иногда посещайте какие-то концерты, места природы. Это вам дает, знаете, такое прекрасное мироощущение, энергию. Так, ну и доверяйте своей интуиции. Посмотрим далее. Номер 2. Что же вам еще хотят передать предки? Номер 2. Король жезлов. Явно здесь информацию вам передает или дедушка, или прадедушка, ну, или папа, если он ушел, да, здесь вот, видите, король жезлов. Это его послание для вас, ну, или действительно дедушка, прадедушка. Прислушайтесь к этому, посмотрим далее. Что вам хотят передать предки? Ну, или весь мужской род, да, вам передает такую информацию. О, старший аркан также. Влюбленные, значит, это энергия выбора. Знаете, как в сказке. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, например, жизнь, да, прямо пойдешь, себя обретешь. То есть в вашей жизни будет очень много выборов, может быть, дилемм, как поступить, так или иначе. Брать ответственность за свои принятые решения. Поэтому помните, вот вам передают предки, будьте ответственны за последствия своего выбора, не пренебрегайте своими решениями. Каждый выбор – это проверка на прочность и честность. В данном случае номер 2. Еще раз вам передают, что часто нужно слушать себя, свое сердце, а не каких-то знакомых, друзей, да, и брать на себя свои принятые решения и понимать, что у всего есть последствия. Также это энергия, конечно же, радости, любви, отношений. Любовь – это божественный дар. И это любые отношения, эта любовь требует много усилий. Поэтому вам передают предки, что у вас обязательно будет пара, у вас обязательно будет семья, или же она есть. Да, ваши чувства будут взаимны. Но, пожалуйста, работайте над своими отношениями. Устраивайте романтики, признавайтесь в любви, подарите что-то от сердца своему любимому или любимой. Будьте готовы прийти на помощь своей любви. И вообще, номер 2. Знаете, что вам говорят еще предки? Что любви все возрасты покорны. Поэтому сколько бы вам не было лет, вас еще ожидает любовь. Да? Вас еще ждет романтика, проявление чувств, сентиментальность. И что еще здесь, знаете, вам передают? Признайтесь самому себе, кого вы любите, да? Кого вы выбираете, какой ваш выбор. Прислушивайтесь к своему сердцу. Вот такое вот вам послание. Ну, давайте еще посмотрим для вас, на что вам указывают предки, на что вам, лучше так скажу, на что вам обратить внимание, что хотят сказать вам предки. Номер 2. Что именно сейчас вы должны в себе изучить.
посмотрите. Здесь также карта башня. 16-й аркан. Видите, здесь 16-й и здесь. То есть обратите внимание действительно, что вы уникальны, что вы уникальны. Погрузитесь внутрь себя. Поработайте со своими тревогами. Да, видите, если здесь две башни, возможно, вы слишком тревожный человек, и находите в себе новые ресурсы. И сейчас номер 2 я для вас еще открою послание от книги Судеб. Что же еще хотят вам передать предки? Номер 2. Посмотрим. Итак, какое же послание здесь? Боги иногда еще внемлют нашим просьбам. Болеслав Прус, фараон. Очень интересно. Подумайте об этом. Поэтому вас слышат. Если вам что-то нужно, просите, да, и вам откроют. Ну, образно говоря. Буду заканчивать номер 2. Желаю вам принять все эти послания во внимание. До следующего видео. Пока-пока. Номер 2. Перехожу к номер 3. Номер 3. А вот и вы. Здравствуйте. Итак, тема называется «Послание вам от предков». Что же они хотят вам передать? Те, кто выбрали вот такого ангела. Ну, давайте рассмотрим поподробнее. Итак, первый знак для вас. Номер 3. Пьета Микеланджело. Это скульптура из мрамора. Кстати, она находится в Ватикане. Значит так, вы видите Деву Марию и Христа. Предки вам передают, что они вас оберегают и что они вас очень любят. И также намекают вам, чтобы вы обращали внимание на своих родителей, детей, близких, родных. Также указывают на такую истину, да, возлюби ближнего как самого себя. Вот какое вам первое послание. Посмотрим далее. Да, здесь мощные такие энергии. Давайте откроем еще. Что же, какие послания вам хотят передать? Номер 3. Предки. Королева жезлов. Здесь идет женская энергия, бабушка-прабабушка. Именно сейчас через эту личность вам идут послания. Номер 3. Смотрите, это указывает на то, что вы должны быть в гармонии между прошлыми своими достижениями и замыслами в будущем, потому что вас ждут впереди и успех, и удача, и власть, и влияние, и ресурсы. В вашей жизни еще очень будет много неожиданного, то, что вы даже не допускали в своих планах, знаете, как говорят, не ждали. Но вам передают, что бы ни происходило, все будет в вашу пользу, поэтому не нужно сомневаться ни в чем. Просто нужно реагировать. Может быть, вы часто будете стоять на распутье или на каком-то перекрестке своей жизни, но в целом все задуманное вполне достижимо. Просто требуется усилия и идти вперед. Также это энергия творческого человека. Если вы музыкант, певец, художник, да, вы держите, например, то есть вы получаете какое-то вдохновение, ожидаете результат своих действий. Вот вам какое послание. Также вы очень сильная личность, понимаете?
Вот здесь именно энергия об этом. Вы себя реализуете. И вам передают. У вас есть очень большие возможности. Просто нужно это вам знать. И, возможно, разблокировать свою уверенность, свой энтузиазм, свой вкус к жизни, скажем так. Вы неординарная личность, интересная. Вот что вам передают предки. Давайте далее посмотрим. Ну, смотрите, в вашей жизни еще очень много будет увлекательного. Это, знаете, как фильм какой-то. Но сценарий уже написан. Вам передают, что у вас все получится. Ну, давайте далее посмотрим, что же еще. Какое послание от ваших предков. Номер 3. Карта отшельника. Ох. Посмотрите, как много духовных знаков. Пьета, Дева Мария и отшельник. Это тоже ведь указывает на духовное переосмысление, переоценку, продвижение вперед. Это одна из самых глубоких энергий. Итак, предки вам передают, вы настоящий клад, еще раз, да, то, что вы задумываете и хотите, вы это все осуществите. Обретите свой внутренний мир, свою собственную правду, исследуйте своим целям. Но что бы ни происходило, вы будете идти вперед, Может быть, у вас будет переоценка ценностей, да? Ведь это же отшельник. Но у вас что-то есть, или сила мысли, или сила слова. Вот эти вот карты мне указывают на то, вы сами знаете, да, в чем вы сильны. Может быть, вы, как я, имеете очень высокую интуицию, поэтому вам передают. Вы сами все о себе знаете, и вы знаете, что вас ждет в жизни, поэтому следуйте своим собственным, своей дорогой. У вас есть своя правда, вас оберегают, вас направляют. Не бойтесь открыться всему новому. Ведь вы очень сильный и глубокий человек. Вот что вам передают предки. Также вы много путешествовать будете в своей жизни. И вам передают. Главное, вы найдите самого себя, поймите саму себя. И не теряйте себя, не теряйте ясность. Умейте ладить с самим собой. Да? Вот эта вот энергия именно о таких глубоких моментах. Во что глядишься, в то и превратишься, скажем так. Сначала вы должны во что-то поверить, после вы это увидите. Вот здесь энергия именно в этом ключе. Но еще добавим послание от ваших предков. Посмотрим. Номер 3. Что же еще вам нужно знать? Карта дьявола. Значит, вам передают, несмотря на то, что в каждом из нас есть какие-то минусы, идеальных людей нет. Вот видите, первое послание такое: возлюби ближнего как самого себя. А эта карта дьявола указывает на то, что человек каждый не безгрешен. Есть, да, 7 смертных грехов. Как вы знаете, да, жадность, эгоизм, самолюбование, разного рода искушения, ревность, зависть, лень, скупость, гордость. Если вас иногда эти моменты затрагивают и как-то накрывают, но, знаете, вам передают, нужно с этим бороться, никто не идеален, поэтому не накручивайте, да.
В любом случае, в вашей жизни будет очень много искушений. Или деньгами, или любовью, или славой. Поэтому принимайте правильное решение. Не продайте душу, да, скажем так, золотому тельцу. А вообще, еще раз, вам повезет, поэтому расслабьтесь, как говорят, наслаждайтесь дарами жизни, но и также не то чтобы не потакайте своим слабостям, а немножко так контролируйте, да, никто не идеален, но стремитесь, конечно же, себя где-то исправить, направить, но у вас жизнь очень яркая, необычная, поэтому некоторых моментов не избежать. Но вы познаете все, и любовь, и славу, и деньги, и некие путешествия, то, что немногим дано увидеть. Вот что вам передают. Просто это будут испытания деньгами. Знаете, это будет некий такой экзамен, который вы должны сдать самому себе. Вот что вам передают предки. И тогда вы перейдете на новый уровень осознания себя и мира. Какие бы испытания ни происходили, алкоголь или там какие-то искушения в любви, вам передают. Нужно спокойно проходить эти уроки, и это будет очень во благо вашему росту на будущее. Не попадайте ни в какую зависимость. Понятно? Номер 3. Глубокие вам послания от предков. Давайте тогда еще возьму. Совет, на что они хотят обратить ваше внимание. Ваши предки. Номер 3. Карта Солнца. На то, что вы действительно очень яркая личность. Вы об этом уже знаете. Вы это видите. Поэтому будьте уверены в себе. Принимайте жизнь, какая она есть. Живите здесь и сейчас. Дольче вита. Наслаждайтесь жизнью. Ешь, молись, люби, здесь хочется сказать. Вы себя вполне реализуете. Да? Поэтому будьте открыты. Жизни перед вами очень много возможностей, но не забывайте, да, о искушениях. Но в целом вам передают предки, что у вас очень богатая и мудрая душа. Доверьтесь реальности. И несите тепло и свет в жизни окружающих. Понятно, да? Ну и открою для вас послание номер 3, то есть напутствие от книги Судеб вам от предков номер 3. Когда мы сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополучием, мы приписываем наше несчастье Солнцу, Луне и звездам. Уильям Шекспир, Король Лир. Послушайте, прямо в точку к вот этой энергии. Поэтому у вас будут и деньги, и благополучие, но смотрите, здесь есть такая тонкая грань, да, чтобы не было перебора. Как вы знаете, есть испытания деньгами, когда деньги есть, но их все равно мало. Или когда денег так много, что спать ночами, знаете, неспокойно. Но давайте еще возьму для вас одно послание номер 3. Продолжай свой путь. Шри Ауробиндо, мысли и афоризмы. Вот это прекрасное окончание сегодняшнего вашего послания от предков номер 3. Буду заканчивать, и до следующего видео. Всего хорошего. Удачи. Номер 4. А вот и вы. Здравствуйте. Посмотрим послание вам от предков. Что же они хотят вам передать на данный момент? Звездная ночь Винсента Ван Гога.
Как вы знаете, Ван Гог написал эту картину, когда лечился в психиатрической лечебнице. И он в то время был очень стеснен в средствах. Ну, как видите, он оставил нам грандиозные свои творения. Итак, первое послание от предков для вас такое. Что бы ни происходило в вашей жизни, даже когда вы абсолютно на мели, или когда происходит какое-то падение в любой сфере жизни, вы должны понять, что мир прекрасен. Вы должны поднять голову, посмотреть на звезды, на окружающий мир, что не все так плохо. Знаете, после, какое бы падение у вас не было, после у вас будет взлет. Ваша жизнь замечательная, необыкновенная, яркая, событиями, динамичная. Поэтому, что бы ни происходило, вы должны в это верить и знать. Вот какое первое послание. Посмотрим далее. Номер 4 послания вам от предков на данный момент. Так. Королева кубков. В данном случае вам передает женский род. Женский род. Как видите, послание. Колесо фортуны. Как созвучно с этой картиной Ван Гога. Послушайте, человек предполагает, а Бог располагает. Вот что вам передают. У вас необыкновенная жизнь, по ней можно написать книгу или снять фильм. Знаете, вас оберегают, о вас помнят, вас знают, и ваш род, и Вселенная. Мы все, конечно же, ходим под Богом, да? Но вы человек фортуны. Что бы ни происходило, вам передают предки. Это ваша судьба, и она вам будет улыбаться. И помните, что фортуна, она девушка капризная, но она любит храбрых. Поэтому ничего не бойтесь, иногда рискуйте. Кто не пьет кто не рискует, извините, тот не пьет шампанского. У вас будет много поворотных пунктов в жизни. Видите, даже по колесу фортуны. Вверх-вниз, вверх-вниз. Но с каждым разом колесо судьбы будет набирать скорость, да? И вас ожидает успех, везение и счастье. Вот что вам передают. Но это какая-то счастливая судьба, счастливое стечение обстоятельств. У вас будут неожиданные события, непредсказуемые. Например, да, когда уже ни на что не надеетесь, по какому-то чудесному, волшебному образу все встанет на свои места. Ваша жизнь настолько насыщенная и интересная, что ваши предки вас поддерживают, и они говорят также: вы исполните свое предназначение. Сейчас ваша кармическая задача, да, нести свет, любовь, жизнерадостность, смелость. Вы баловень судьбы, между прочим. И вы должны осознать свою задачу, свое призвание и нести себя. Потому что это энергия кармы, рока, судьбы. Предки вам указывают, что вас сами они ведут, да, и вы понимаете, что любое испытание это для того, чтобы выйти на новый уровень развития. Принимайте свою судьбу с благодарностью. Вот что вам передают предки. Если вы творческая личность, вас ожидает, извините, успех, но осознайте, что всегда в вашей жизни будут перемены. Вы не будете стоять на месте. В вашей жизни будет много волшебных, чудесных событий. Вы знаете или вы узнаете, что в жизни есть вещи, на которые мы не можем повлиять и над которыми никто не властен.
Поэтому у вашей судьбы крутится колесо сансары, да, и все идет своим ходом. Дайте время и судьбе вывести вас в нужное место, в нужный час. Реализуйте себя. Осознайте, что в жизни нет ничего вечного. Сегодня одни настроения, завтра другие. Но помните, что для каждого из нас фортуна иногда поворачивается с хорошей стороны. Поэтому ловите удачу за хвост. Все к лучшему в вашей жизни. Вот что вам напоминают. Также наблюдайте за знаками судьбы. Вам всегда ваш род, предки, отправляют в виде сообщений, в виде каких-то людей, знаков, событий, послания. Поэтому откройте глаза, наблюдайте, прислушивайтесь к интуиции. Но помните, еще удача любит храбрых. Так, ну посмотрим еще. Что же вам хотят передать предки? Номер 4. Девятка жезлов. Ничего не бойтесь, да? Умейте отстаивать свою точку зрения. У вас своя собственная программа свыше. Знайте об этом. Вы должны убрать неуверенность в себе. Должны быть смелым. Видите, опять же смелым. Упорно продолжайте свой путь, и вы достигнете желаемого. Итог уже близок, или вы на пороге, да, какого-то нового витка своей жизни. Поэтому не опускайте руки, вы должны быть как стойкий оловянный солдатик. Что бы ни происходило, знайте, у вас все получится, потому что вы должны быть решительны, смелы и упорны. Идите на новые подвиги. Вот что вам передают предки. Ну и давайте еще посмотрим, какое послание вам передают предки. Номер 4. И туз пентаклей. Ну что же, это действительно такая награда мощная, благоприятная для вас. Это самая лучшая карта. Поэтому ничто не дается просто так. Вот вам говорят, что действительно именно в этой жизни вам передают предки. Вы нашли свое предназначение, или вы его найдете. И вы ощутите, что у вас и финансы есть, и хорошее окружение есть. И это будет как знак свыше, что вы на правильном пути. Поэтому вам передают, у вас и со здоровьем все будет отлично, и с деньгами, и с любовью. В этом смысле не беспокойтесь. Вы действительно баловень фортуны. Вас ожидает благополучие, удовольствие, благо разного рода, состояние, благосостояние, стабильность, процветание. Все есть и все будет. Вот что вам передают предки. Жизнь ваша прекрасна. Пентакли вам напоминают, что вы должны открыться для всех форм обогащения вашей жизни. И если вам чего-то не хватает, есть какой-то недостаток, например, времени, денег и любви, это все от того, что вы просто боитесь и сомневаетесь, что вам в этом повезет. Карта указывает, что вы должны спокойно открыться для притока благ любых. Понятно, да? Ну, давайте посмотрим, на что вам предки намекают, на что вам нужно обратить внимание именно сейчас. Посмотрим. Пятерка. Значит, посмотрите, это карта Иерофанта или жреца. Значит, вам нужно поработать со своей негативной оценкой, со своим чувством вины и со своим собственным я, высшим я.
Посмотрите, здесь человек сидит за решеткой, да, а вот он ключ. Не бойтесь себя открыть этому миру, уберите реально все свои страхи и не чувствуйте себя перед кем-то виноватым. Вот на что вам указывают предки. Понятно, да? Ну и давайте открою для вас послание от книги «Судеб». Напутствие от предков для вас. Номер 4. Итак, читаем. А ну, печаль от глаз. Игорь Северянин в июле. Так, ну еще давайте для разнообразия. Номер 4 для вас. Нет ничего более жалкого, нежели сомнения в том, чем кончится наступающий день. Луций Анна из Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Номер 4. Поэтому нельзя ни в чем сомневаться, не нужно ни о чем печалиться. Видите, здесь очень много вам посланий именно от ваших предков в этом ключе. И карта отшельника тоже на это указывала. Видите, страх, вина, какие-то внутренние негативные установки. Долой, долой. Все у вас получится. Ну, прекрасные вам были сообщения. Желаю вам принять это во внимание. И жизнь прекрасна. Посмотрите вокруг. До следующего видео. Хороших дней. Пока-пока. Удачи.